Всем привет! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля, и сегодня мы с вами будем работать с комбинезоном. Комбинезон у меня не совсем обычный, есть некоторые изюминки, да. Значит, во-первых, хочу сказать о минусе этого комбинезона. Минус тут есть, это ткань. Эта ткань у меня очень дешевая. Она красивая внешне, но она очень дешевая, она рыхлый. То есть это рыхлый трикотаж, который очень тяжело сшивается. Вернее, он сшивается легко, режется легко, работать с ним легко, то есть кроить и все прочее, но он плохо сутюживается и он вытягивается. То есть, смотрите, после одного вечера, я в нем была вечер, слава богу, там все были пьяненькие, и было полутемно, и видно было только блестки. В общем, у меня вытянулись швы, и если я вот так встану, будет видно, да, то есть неровности по внутреннему шву. Ну, вот как бы там вот такие вот волны, и они уже не сутюживаются, то есть их выгладить уже невозможно. Поэтому это у меня получился одноразовый комбинезон. Но я еще раз повторяю, что это только из-за того, что такая у меня ткань. Если вы возьмете более качественную ткань, то у вас такого не будет. Вот такого, да, то есть это именно при носке, то есть когда я шила, я его сшила, я его надела, очень было все здорово, вот этого ничего не было, все хорошо сутюжилось, но мало того, что я весь вечер его носила, я еще и повесила его потом после вечера, то есть он у меня 2 суток висел, и вот эти все вот эти швы, вот эти все неровности образовались, то есть вытянулись швы и образовались волны. Но это о минусах. Теперь давайте поговорим о плюсах. Нет, сначала я хочу показать вам поясочки, то есть вот так выглядит мой комбинезончик без пояса. Сначала без пояса покажу. Покажу со всех сторон. И теперь покажу с поясом. Дело в том, что в этом комбинезоне заниженная линия талии. Вообще хотела занизить я ее еще ниже, но я потом, когда буду строить, я озвучу этот момент. Я кое-что забыла, забыла о припусках на швы именно вот в этом месте, да, именно вот по линии талии. И поэтому у меня получилось немножко выше, чем я хотела, линия талии. Ну вот смотрите, покажу поближе. Вот она, заниженная линия талии, вот он мой поясок. Поясок я делала сама. Кстати, вот эта ткань, которую я покупала в Валберес, она гораздо лучше по качеству, чем вот эта моя основная, вот эта черная основная. Это, кстати, я покупала у себя в магазине. Она, кстати, не так уж дешево здесь у нас стоит, но у нас вообще, в принципе, здесь ткань не дешевая. Эту ткань я покупала за 530 рублей, и по местным меркам это считается дешево, потому что, ну, качество прям вот, скажем так, потому что хорошего качества такая ткань у нас стоит уже больше 2000 за метр погонный. Вот. Поэтому, смотрите, вот эта ткань, вот эту ткань я давала ссылку как-то, показывала, я ее брала на Валберес, она очень классная. Кстати, что хочу сказать, также, то есть это, я так понимаю, люрексовая ниточка, это не просто блеск. Вот здесь вот блеск напыления, но, кстати, вот что касается напыления, да, оно сыпется, но не так сильно. Я сейчас покажу вам одну вещь. Вот, я вчера забрала с Валберес сеточка с напылением. Тоже очень красиво блестит, но я когда вытащила ее с пакетика, у меня просто было все вот так засыпано этими блесками, вот так, да, она у нас сыпется, вот эта вот сеточка. Это тоже блестит, но она не сыпется. Вернее, она сыпется, но не так сильно. То есть, как бы есть в ткани и плюсы, и минусы. Если, допустим, эту ткань посадить на хороший флизелин и шить не такими большими кусками, как вот, допустим, брюки, да, а вот что-то такое вот маленькое, потому что лиф сел очень замечательно, и он не деформировался, хотя его я не сажала на флизелин. То есть, если из этой ткани шить что-то такое из мелких деталей, то будет замечательно. Брючки, к сожалению, не выдержали проверку, поэтому вот такая получилась проблема. Смотрите, я сейчас показала поясок, который я шила из ткани, как бы компаньон, но я захотела, то есть я немножко подумала и захотела, что у меня должен быть здесь такой
тоненький поясочек. Вот я купила такой тоненький поясочек. По-моему, то ли 1900, то ли 900, вот, то есть я не помню, 1900, по-моему, стоит. Я вот так пришла на вечер, но когда пришли уже мои гости, я девочек собрала и показала, лучше с поясочком или без поясочка. Они сказали, что лучше без поясочка, поэтому этот поясочек у меня лежал в сумке весь вечер. В общем, давайте я сейчас, ну, как бы предисловие уже проговорила, да, что и как вообще, что за комбинезон такой, с чем его едят. И сейчас давайте я немножечко о нем расскажу, прежде чем мы начнем построение. То есть, какие изюминки в нем есть вообще. Значит, первое, начну сверху, да. У меня здесь цельнокроенная, вот такая вот, как цельнокроенный лацкан, переходящий в воротничок. Воротничок, он как бы, опять же, отложной, но это сделала так я. Таким образом мы можем делать и стоячий воротничок, то есть вот так можно было сделать, да, если бы здесь, опять же, здесь вот эту часть, я, кстати, специально хвостик сделала, чтобы волосы не мешали, вот эту часть не расширять, вот так, да, и можно было сделать вот такой воротничок стоечкой, если бы даже еще, здесь, кстати, я не укрепляла флизелином, ни лацкан, ни подборт, ни борт, ничего, и если бы вот эту часть укрепить флизелином, то была бы такая замечательная стоечка, тоже было бы здорово, ну вот я захотела вот так. Дальше, смотрите, здесь у меня немного приспущенное плечо, чуть-чуть приспущенное, обработка, кстати, просто, вот, как показать, просто, вот видите, как... Просто вот я вырезала полосочку ткани, сложила вдвое и пришила вот таким образом. То есть ничего вообще там такого забубенного нет, никакой люксовой обработки. Все просто, все легко. Дальше. Здесь у меня идут выточки. То есть я хотела, чтобы мой верх, лиф, был максимально прилегающий. Да? То есть, ну, конечно же, свобода есть, потому что, во-первых, это трикотаж, во-вторых, это комбинезон, и не свободно здесь просто нельзя. Поэтому, да, свобода есть, но при этом есть приталенность, и по спинке выточки есть, и по боковой линии приталенность, и по переду тоже выточки есть. Что касается линии талии, вот смотрите, я уже показывала, вот она моя линия талии. Вот я сейчас поясочек надену, чтобы было понятно, да, где моя линия талии, насколько я занизила. В этом случае я сделала занижение талии на 7 сантиметров, но в эти 7 сантиметров у меня входят припуски на швы. То есть вот этот вот припуск соединения с брючками у меня сюда входит. Я хотела, то есть я потом уже подумала, что можно было опустить пониже, и сделать от линии талии вниз примерно сантиметров 10. Но тут, девочки, нужно смотреть, во-первых, на вашу фигуру. Почему я вообще, в принципе, так сделала? Потому что, если вы меня часто смотрите, вы знаете, что моя фигура нестандартная. То есть у меня обхват груди больше, чем обхват бедер. Поэтому, если бы я сделала просто комбинезон, я бы выглядела, наверное, как, ну, пупсик, наверное. Я не знаю, правильно, неправильно, то есть я сказала. Ну, в общем, выглядело бы не очень интересно. Да, я понимаю, что белые вставки, они еще заужают. Вот как раз, кстати, вот этот эффект и позволяет думать о том, что вроде как что-то есть, а вот эти вставки тебя уменьшают. То есть не ты сама такая, а вот эти вставки тебя уменьшают по низу. Ну, это как бы вот мое такое видение, да. Смотрите, после заниженной линии талии у меня идут сборочки. Вот здесь достаточно такие большие сборочки. Я, во-первых, прибавляла к черным брючкам, делала прибавку, то есть к черному выкройку. Видите, если я соберу вот так вот эту вставку уберу, то у меня все равно я сюда вхожу. То есть насколько здесь много свободы. То есть и так я сюда вхожу, видите, даже если уберу вот эту вставку. Но у меня тогда не получались сборки. Вернее, они получались, но они такие маленькие-маленькие сборочки были, и как бы, ну, некрасиво было. Ну, я имею в виду, на моей фигуре было некрасиво. Возможно, если у вас есть вот этот вот переход от линии талии, да, хороший переход к линии бедрам, у вас хорошие бедра, то вам вот это вообще не нужно будет. Ни вставки, ни вот это расширение, ни заниженная талия вам тоже будет не нужна. У меня вот... Именно это сделала я именно из-за того, что у меня такая фигура. То есть мне хотелось бы вот здесь
чуть-чуточку прибавить. Ну и вот эта вот визуализация, да, как будто бы у меня не по факту низ маленький, а именно вот за счет вот этих вставок. Кстати, это идея для тех, у кого действительно большие бедра и кто хочет их уменьшить. Это тоже, кстати, можно без сборочек, можно без заниженной талии, но вот это вот даже отсюда вы вставите полосочку белую, и вот эта полосочка сделает вас визуально меньше. Что здесь еще особенного? Да, в принципе, и ничего. Свобода, конечно же, вот сюда по высоте сидения свобода больше, чем к обычным брючкам, потому что это все-таки комбинезон. И если мы поднимаем вверх, то у нас поднимается и низ, да, то есть вот так, ну, вдруг мы что-то там решим сделать, как-то вот позировать начнем или танцевать, руками махать, чтобы здесь у нас ничего не сковывало, никакие движения. Также мы, когда садимся, опять же, мы натягиваем, то есть спинка у нас натягивается в любом случае, да, вот это место натягивается, мы садимся, и опять же, чтобы не сковывало движение, чтобы свобода была достаточно такой хорошей. В общем, если вам интересно, как построить, шить я не буду показывать, но как построить такой комбинезончик, именно такой я буду показывать. То есть я не буду показывать варианты, там, если то, если это. Я покажу именно такой комбинезон, чтобы не было путаницы, да. Так вот, если вы хотите построить такой же комбинезончик, смотрите видео дальше. Я перехожу на раскроечный стол. Итак, мы с вами переходим на стол. Кстати, хочу сказать, что построение я буду показывать для трикотажной ткани, то есть учитывайте это, да, брючки у нас будут свободны, то есть нижняя часть у нас будет достаточно свободная, и мы еще будем расширять полосками, вставками по бокам. Поэтому брючки я покажу просто, вот, ну, можно из любой ткани, да, и трикотаж, не трикотаж, то есть если вы кроите любую ткань. То, что касается верха, я буду делать с нулевыми прибавками буду строить, но потому что это будет трикотаж. Если у вас трикотажная ткань очень эластичная, ну прям супер эластичная, но вы хотите, чтобы она была без свободы, тогда вы делаете отрицательные прибавки. Что это значит? Это значит, когда вы будете выкройку прикладывать к ткани и выкраивать из ткани, вы будете без припусков на швы все это выкраивать. И тогда у вас получится, что вы, когда заберете припуск на швы, то есть вы заберете на припуск, и у вас получатся отрицательные прибавки. То есть тут, в принципе, думать ничего не нужно. Если у вас средняя эластичная ткань, то когда вы сейчас, то есть я сейчас построю, и когда вы эту выкройку приложите на ткань для раскроя, вы можете прибавить по 0,7-1 см на припуске. Если у вас ткань не эластичная, то вы изначально в построении прибавляете к общему обхвату 8-10 сантиметров. Даже не так, 6-8 сантиметров, если вы хотите среднее прилегание, да, если у вас ткань не эластичная, вы просто к обхвату, допустим, груди, это я уже наперед зашла, груди и талии прибавляете, допустим, 6-8 сантиметров, строите так, как я говорю, но когда вы будете уже выкраивать на ткани эту выкройку, не забывайте о припусках на швы. Я надеюсь, все понятно рассказала. Итак, мы начинаем с брючек. Значит, что касается брючек, я повторяю, что не обязательно тут смотреть, ткань эластичная или не эластичная, то есть мы сейчас брючки кроим свободные, независимо от нашей ткани. Итак, у меня не хочется мне резать рулон непонятно где, да, потом остаются кусочки. Я просто беру вот так от нижнего среза и поднимаюсь на длину брюк. Так, длина брюк у меня 90 сантиметров. Но, смотрите, мне нужно 90 сантиметров. 90 сантиметров это по боковой линии, да? Примерно 2,5 сантиметра нужно прибавить к длине брюк. Сейчас объясню почему. Значит, 90 сантиметров у меня брючки. Я поднимаюсь на 90 сантиметров. И мне нужно еще прибавить примерно 2,5 сантиметра к длине брюк. Чуть-чуть позже я расскажу, для чего я это делаю. То есть я откладываю 92,5 сантиметра от нижнего среза бумаги. Здесь я провожу пунктирную линию, потому что эта линия у нас будет вспомогательная.
То есть она у нас не основная. Теперь от этой линии вниз мне нужно отложить высоту сидения плюс свободу. Кстати, в этой модели, вернее, вообще в комбинезоне, мы должны на свободу именно к высоте сидения прибавить больше, чем к обычным брючкам. То есть, если я к обычным брючкам я прибавляю 2-3 сантиметра, это без припусков на швы, к комбинезону я прибавлю, то есть для комбинезона я прибавлю 6 сантиметров на свободу. Значит, от вот этой линии, которую я только что прорисовала, вниз я откладываю 23 плюс 6, получается 29 сантиметров. Это, я повторяюсь, только на свободу. Тоже прорисовываю пунктирной линией, она нам как бы будет не нужна, чтобы мы потом в линиях не путались. Я потом основные линии прорисую. Теперь по этой линии уже я откладываю 1/10 обхвата бедер. У меня это 80 сантиметров, значит 8. Дальше сюда я откладываю обхват бедер с прибавками, деленное на 2, но, смотрите, у меня получается что? Если я отсюда, от этого края отложу 1/20 обхвата бедер, что мы должны сделать? Для спинки 1/10, для полочки 1/20. Измеряю, что у меня получается. Здесь у меня получается примерно 48 сантиметров. Если я умножу на 2, получаю 96. И обхват бедер у меня 80, значит 16 сантиметров у меня свобода. В принципе, нормально. То есть минимальная свобода для таких брючек 15 сантиметров. Именно от этой точки до этой точки. Значит, получается, смотрите, от края, повторяюсь, да, от края я откладываю 1/10 обхвата бедер. Дальше от этой точки я откладываю обхват бедер с прибавками, деленное на 2. Вот она точка. А от этой точки я откладываю 1/20 обхвата бедер. Повторяю то же самое по верхней линии. Теперь соединяю эти точки, опять же, пунктирными линиями, потому что они у нас не постоянные, эти линии. Мы будем еще их прорисовывать. То есть они у нас просто как вспомогательные эти линии. Да? Опять же, это полочка, это спинка, задняя половинка. Что дальше? Дальше я вот эту линию, то есть вот от линии до линии, я делю ровно на 3 части. Ну, не ровно, приблизительно, да, у меня тут получается где-то по 10, 9,5, 10. Я поднимаюсь от этой линии вверх, вот она точка. Дальше от этого пересечения я откладываю вот сюда 3 сантиметра, вот сюда, да, 3 сантиметра, соединяю. Ну, смотрите, здесь соединять можно не совсем вот так вот ровно под линеечку, чуть-чуть вот так с горбинкой, вот прям пару миллиметров, да, вот сюда выходим. А дальше от этой точки мы выходим уже вот сюда, плавненько, плавной линией. Вот так. Дальше. В любом случае, несмотря на то, что это не брюки, не юбка, я все равно делаю занижение по переду на 5 сантиметров. И соединяю эту точку вот сюда. Так, здесь я тоже прорисовываю пунктирным, она у нас тоже будет временная. Вот этот угол будет у нас прямой. Чтобы получился вот этот угол прямой, смотрите, здесь я ничего не высчитываю, я просто вот так беру и плавненько соединяю сюда. И немножко можно зайти за вот эту вот линию, буквально на 0,5, на 0,7, чтобы вот здесь получился тоже прямой угол. Теперь мы с вами можем разделить, то есть найти центр, вернее боковую линию, да, то есть от пунктирной линии переда до пунктирной линии спинки, у меня это 48 сантиметров, я нахожу середину. То есть получается у меня 48 делим на 2, получается 24. Значит, вот эта вот линия у меня будет центром, боковая, да, линия, центр по боку, скажем так. Прорисовываем. То есть я могу ее прорисовать, наверное, пока все еще пунктирной, потом, в принципе, понятно, да, что по этой линии мы будем разрезать, я пока до конца не рисую, ну, то есть понятно, что вот по этой линии мы будем с вами разрезать. В принципе, наши брючки готовы, но если мы хотим сделать заниженную талию,
как у меня, да, на комбинезоне, то мы можем ее занизить. Но занижать мы будем уже от этой линии, вот сюда, от этой. Я занижала себе на 7 сантиметров, и я не прибавила себе на припуск на швы, поэтому у меня получилась она не сильно заниженная, скажем так. Я хотела ниже. Поэтому учтите, пожалуйста, припуски на швы. Я краила сразу на ткани, поэтому я там просто прикидывала себе какие-то цифры и краила, как говорится, на ходу. Поэтому у меня получилось так, что я, забыла, да, что здесь у меня будет припуск на швы. Ну, да, бывает и такое. В общем, смотрите, я показываю свои цифры, а вы уже придумываете свои. То есть вы прикладываете свои. От верхней линии наших брючек, уже вот это вот по этой линии, я откладываю, допустим, 10 сантиметров. Когда вы будете, мы сейчас кроим на бумаге, когда вы будете переносить на ткань, не забывайте про припуски на швы, да, вот так вот, пару раз я отмечаю 10 сантиметров, и у меня эта линия совершенно прямая. Все, вот они будут мои брючки. То есть вот я прорисовала прямые линии, вот здесь мы с вами разрезаем, вот здесь мы с вами разрезаем, это задняя половинка. И вот передняя половинка. Что касается вот этих линий, здесь мы уже ничего не меняем. Брючки у нас будут совершенно прямые. Сейчас я вот так прорисовываю. Здесь у нас будет разрез. Кстати, что хочу сказать. Этот разрез не обязательно должен быть по центру. У меня он по центру, да, потому что, я так захотела, что у меня вот как контраст, да, черное и белое, у меня воротничок такой, лацканы такие, и я решила вставку сделать такую. Если у вас, допустим, будет однотонная, например, вы захотите вставку сделать из сетки, да, или какой-то гипюр красивый, да, вы можете сделать только по переду. Вот, допустим, делите эту линию пополам, приблизительно, да, и вот здесь разрезаете и вставку делаете вот сюда. А по спинке не делайте. Вполне может быть. Допустим, вы хотите немножко сдвинуть, вы можете сдвинуть вот эту линию и сюда, то есть это уже ваше дело. Я рассказываю так, как я делала себе. В принципе, с брючками, я думаю, что все понятно. Брючки мы закончили. Может быть, я их позже разрежу, но пока я хочу подняться выше, чтобы уже, то есть пока ничего не резать. Вот я поднимаюсь выше. Кстати, я не сказала, конечно же, что такое 2,5 сантиметра. То есть, смотрите, я напоминаю, мы с вами поднимались от низа вверх на длину брюк плюс 2,5 сантиметра. Теперь я расскажу, что такое 2,5 сантиметра. А они, вот они, смотрите. Вот она наша центральная линия. Наша центральная линия, вот она, наша первая линия. И когда мы с вами линию вот эту вот ведем, здесь мы опускаемся на 5 сантиметров, здесь на нуле. И вот эта как раз линия будет 2,5 сантиметра. То есть понятно, да, что мы длину брюк мы измеряем по боковой линии. Если мы сейчас измерим отсюда вниз, у нас получится ровно 90. Ну, а здесь минус 10 сантиметров, ровно 80. Вот получается как-то так. Я надеюсь, понятно. И теперь переходим к верхней части, к полочке, вернее, к лифу.